этом видео я дам рабочие методы, как найти себя и свое предназначение. Расскажу, какой из них подошел именно мне и почему. А вам останется только выбрать для себя подходящий. Однажды ко мне на консультацию пришла девушка Дарья. Дарья – специалист по оптовым продажам и холодным звонкам. Дарья точно знала, чем она хочет заниматься, но у нее не было поддержки близких. Постоянная критика с их стороны, обесценивание ее идей. Даша словно нужно было услышать: «Тебе точно можно, я тебе разрешаю. То, чем ты хочешь заниматься, Даша, необходимо людям». В этом и есть секрет успешного будущего. Миру для развития нужны новые, живые идеи, нестандартные подходы и живой современный опыт. Даша сейчас живет в Португалии, организовывает встречи женского клуба и проводит консультации по продажам. У Даши получилось. А кому из вас нужна поддержка? Кто спрашивает себя каждый раз: а смогу ли я? Кто не уверен в том, что у него получится? Лично у меня была другая история. Чтобы начать делать то, что я хочу, а именно помогать людям находить свой успешный путь, мне не требовалось чьего-то одобрения. Мне нужно было больше. Мне нужно было получить собственный опыт в предпринимательстве, рекламе и маркетинге, изучая чужие бизнесы вживую, составляя для них кампании по продвижению. Нужно было пару лет поработать в шоу-бизнесе, чтобы понять, как на самом деле строится личный бренд. И только с набором практических навыков я смогла понять, чего во мне через край, чтобы можно было делиться этим с людьми и быть для них полезной. Поэтому тот, кто ищет себя сейчас, должен получить знания и опыт, а значит, нужно будет запастись терпением. Так однажды на консультацию ко мне пришла Наталья Инспирия. Для нее я составила карту продвижения. Наталья изучала вопрос вреда социальных сетей. И идея цифрового минимализма в тот момент стала основой для ее блога. Нужно было понять, как без Инстаграм найти аудиторию, которой нужны были эти знания. Так появилась наша общая программа «Альтернатива». Сейчас у Наташи стремительно растущий YouTube-канал. Идею удалось реализовать без Инстаграм. У тебя сейчас может быть хорошая идея, но чтобы она стала твоей реальностью, нужно искать специалистов, которые подскажут самый оптимальный путь. Нужно быть рядом с теми, кто поддерживает тебя и верит в тебя, порой даже больше, чем ты сам. Поймите, что все в жизни меняется. Сколько себя помню, все время учусь. Университет — это, конечно, хорошо, но кроме него еще были курсы удачные и неудачные. Был период, когда я искала информацию сама. Благодаря этому я меняла сферы деятельности, работала театральным режиссером, преподавателем, дизайнером, фотографом, концертным администратором и ментором. Моя трудовая книжка – подтверждение тому, что основной диплом не приговор. И ни один опыт не дается зря. Я знаю, что мои знания помогали людям и меняли их жизни к лучшему. Я верю, что таких людей будет еще больше, и кто-то обязательно станет счастливее. Я хочу, чтобы таких людей были сотни тысяч. Если найдете свое, вас ожидает жизнь в удобном для вас графике, только по вашим правилам. У вас будет сильное окружение, новые знакомства, атмосфера, заряженная успехом, новые возможности и энергия делать, просыпаться утром с желанием жить, горящие глаза и деньги без потолка и мучительного труда. Чужие идеи заводят нас в тупик. Иногда то, что хорошо одному и на первый взгляд очень желанно, на поверку оказывается еще тем испытанием. Поэтому нельзя применять чужие шаблоны и желания, образ жизни на себя. Можно проходить психологические тесты, составлять карту желаний, хотеть жить круто, и все эти желания сбудутся, если к ним идти. Вопрос только в том, готовы ли вы ними обладать, и когда наступит тот самый момент, станете ли вы по-настоящему счастливые. А может быть, новые хлопоты принесут за собой разочарование и встретят с жизненным опытом, к которому вы были не готовы.
Осознание того, что должно остаться в вашей жизни, важнее. Вы должны понять, с чем вы готовы расстаться, какой ваш идеальный день, какие люди рядом с вами, на что вы тратите свое время и внимание. А возможно, когда вы опишете все это, к вам придет понимание, что частью этого вы уже обладаете, а что-то действительно требует перемен. В течение года я работала ментором с группой подростков. Среди различных задач стояло задание по профориентации. Профориентационные задачи студенты выполняли на практике и с помощью тестов. Большинство заданий по определению сфер их карьерного роста лежали в плоскости мягких навыков, интересов и хобби. Подбирая карьеру, свое предназначение наиболее близко к кругу своих интересов, мы с наибольшей точностью попадаем на профессию, которая будет желанна долгий период времени. Не исключено, что на протяжении всей жизни наши интересы будут меняться, а за ними и последует желание построить карьеру в другой сфере. И это нормально. Оставьте за собой возможность меняться и выбирать, постоянно совершенствуясь. Был также запрос. Я не знаю, какую профессию выбрать. У меня нет интересов, я учусь на отлично и все делаю идеально. Но у меня нет хобби, у меня нет увлечений, только учеба. Что мне делать? Исследовать мир вокруг себя. Если вам совершенно непонятно, в какую сторону смотреть, если не ясно, что на самом деле вам интересно, исследуйте. В мире, переполненном информацией, мы очень быстро утомляемся, поэтому то, что мы слышим, то, что смотрим, читаем, воспринимается без особого интереса. Ведь каждый блогер, журналист, предприниматель со всех возможных экранов пытается нас удивить, а мы привыкаем постоянно к этому экшену, и эмоции становятся не такими яркими, как хотелось бы, но все же что-то будет особенно нам нравиться. Может, кому-то видео с животными, крой одежды, макияж, философия или психология, что-то каждый найдет для себя. Возможно, вы услышите фразы, в которых откликнутся жизненные ценности или новые идеи. Заведите тетрадь или блокнот и каждый день записывайте то, что вам понравилось. Действуйте так. Услышали и сразу же записали. И я тоже записываю или делаю скриншоты, перечитываю, пересматриваю, переписываю и в этом нахожу свое. Через некоторое время в своих записях вы найдете закономерность. Что-то будет встречаться вам чаще всего. Это и будет зоной ваших интересов. В ней самостоятельно или с помощью профориентолога, ментора, коуча или психолога вы сможете найти десяток вариантов для вашего бизнеса и работы. Вы найдете себя в том, что на самом деле близко вам. Ваше предназначение на самом деле ближе, чем вы думаете. Оно внутри вас, в вашей голове. Если что-то кажется невозможным для реализации, но желанно вашей душе, задумайтесь над тем, как это можно трансформировать. Накидывайте возможные варианты как можно больше. Если вам нужна поддержка или совет, обращайтесь только к тем людям, которые верят в вас, которые поддержат ваши идеи, а не раскритикуют. Действия каждый день гарантированно приведут вас к результату. Быть звездой своей жизни возможно, если прислушиваться к своему сердцу и не давать волю страхам. Идеальная картинка себя в будущем – это не то, что просто должно быть у вас, как картинка кого-нибудь в Инстаграм. И не все должно быть самым лучшим, самым ценным, самым дорогим или самым экономным. Ваше предназначение, ваш путь прежде всего должен быть основан на том, что важно именно для вас. Просто потому, что именно вы этого искренне хотите.